Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Jewelry. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня хочу показать вам, как сделать такие вот серьги-ромбы из бисера. И в моем случае дизайн будет вот такой глаз стилизованный. Вот он, глазик. Если вам интересно посмотреть, как это делается, оставайтесь со мной. Так, ну что, глаз положим сюда для наглядности. Так, смотрим. Значит, нам понадобится для такого глаза бисер делика 1,5 или 2 миллиметра. Ну, единственное, чтобы она вся была одного размера на ваш выбор. У меня, вот видите, цветовое сочетание черный, белый и вот такой светло-голубой. Понадобится нам совсем чуть-чуть бисера кругленького. У меня вот такой серебристый 15 размера. И понадобится швенза. У меня самая вот обычная крючочек. Так, и еще понадобится иголочка тоненькая и нитка для плетения. У меня в данном случае Fireline вот такой серый. Еще можно хорошо плести вот на вот такой нитке. Я оставлю ссылки на нитки и на бисер под видео. Вот. Делику эту я беру, это китайская делика, я ее беру по очень выгодной цене. Поэтому, если интересно, пройдите потом по ссылке. Я оставлю еще ссылку на японский круглый бисер. Вот. Итак, давайте посмотрим как бы схему. Значит, схема такая. Сначала мы плетем средний ряд. Вот, то есть начинаем с середины, с самого широкого ряда. Потом мы идем в одну сторону, вот так. И потом идем в другую сторону. Вот. Плетение это, по-моему, называется кирпичное. Слушайте, врать не буду, вот правда. Ну, в общем, опять же, идея такая. То есть, когда у нас в голове вот наша схема, мы делаем середину, а потом идем вправо и влево. Вот. Ну и сережка, я думаю, понятно, да, получается двухсторонняя. Вот такая. Так, ну что, начинаем со среднего ряда. В среднем ряду у нас будет 14 бисерин. Для этого что делаем? Начинать я буду вот с этого места, вот, то есть вот отсюда, где зрачок, так сказать, находится. Вот он. То есть и буду идти вот так. Итак, сначала я беру 2 бисерины черные. Вообще, конечно, сначала потренируйтесь, может быть, на одном цвете. Вот, но мне нужно доделать вторую сережку. Что, набираем 2 бисерины и проходим вот так, с другой стороны. Да? Оставляем небольшой хвостик с одной стороны. Совершенно небольшой хвостик. Так, теперь вот эти бисеринки у нас должны сложиться. Если они не совсем складываются, то просто проходим, то есть мы их помогаем им сложиться немножко. Проходим, вот видите, я их сложила вот так. И проходим в эту бисеринку еще разок. То есть как бы помогаем им сложиться немножко. Вот так. Так, теперь. Вот, видите? Вот так. То есть бисеринки у нас стоят дырочками кверху. Вот таким образом. Теперь берем одну еще бисеринку. У меня здесь будет 1, 2, 3, 4, 5 черных бисеринок. Смотрите, нитка выходит снизу. Значит, мы нитку заводим наверх. Вот так. Вот так. Вот у нас сейчас будет вот этот рядок образовываться. Вот таким образом. И ниточку проходим эту бисеринку еще раз. Вот так. Видите? Вот так. Теперь берем еще одну. И также ее подтягиваем. И проходим еще разок. Вот у меня уже 4 бисеринки. Последняя, 5-я черная. Нет,
Тут нитка пытается путаться. Так, не путаться, а зацепляться просто за камеру, за треногу. Так, вот они наши 5 черных бисеринок. Дальше по схеме у меня идут 2 голубенькие. То есть я беру одну голубую, добавляю ее сюда. Вот. Опять прохожу. Да что ж такое-то? Слушайте, вот это нитка, конечно. Так, и беру еще одну голубую. Вот. И опять прохожу, видите? И прохожу вот в эту новую бисерину. Так, видите, получается вот так. Вот. Дальше по схеме у меня что? У меня черная бисеринка. Вот я ее подставляю. Смотрите, когда вы делаете средний ряд, то есть каждый последующий ряд будет убавляться, если это просто ромбик, на одну бисерину. То есть по ширине вы их можете сделать шире, уже. Просто имейте в виду, что вот если, скажем, вы сделаете здесь, там, у меня здесь 14 бисерин, вы можете сделать шире, просто они будут вот убавляться на одну, каждый ряд. Так, дальше, смотрите, черная у меня, и теперь у меня будет 1, 2, 3, 4, 5 беленьких бисерин. Ну вот. Один. Я извиняюсь, нитка тут просто зацепляется за угол. Так. Вот она, 3, видите? Каждый раз подтягиваем немного. Плетение лучше, чтобы было такое довольно-таки плотное, чтобы оно потом, чтобы этот ромбик не был мягкий и не болтался. Так, 4 получается белых. И вот 5-е. Вот так. Так, 5. И последняя черненькая бисеринка. Так, ну что, вот получилось у нас вот так, видите? 14 бисерин должно получиться. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Итак, вот вышли мы из последней бисерины. Здесь. Теперь набираем 2 бисеринки. Вот у меня первая черная, потом белая. Набираем 2 и проходим через... Смотрите, нам нужно пройти вот здесь, зацепиться вот между ниточками. То есть мы пропускаем вот эту первую перемычку. Сейчас фокусируюсь. Ой. Пропускаем первую перемычку вот здесь. Проходим во вторую. Вот так. Так, и теперь мне нужно выйти через вот эту бисерину. Потом пройти через черную. И опять выйти через белую. Так, почему мы делаем так? Вот здесь. Вот. Это делается для того, чтобы с края, вот здесь у нас, не было нитки видно. Потому что если мы пройдем одну бисеринку, то тогда вот эта ниточка, она будет вот здесь с краю видна. Для этого набираем вот эти вот 2 бисерины сразу с краю. Вот, в принципе, можно набрать одну, потом вторую. То есть зацепиться за первую перемычку, потом еще одну бисеринку за вторую и так далее. Вот, но вот здесь ниточка будет тогда видна. Вот. Ну, это не суть критично, но просто имейте в виду. Ну и дальше идем по схеме. То есть набираю вот я теперь белую бисеринку. Вот, и прохожу
Набрала я белую бисерину и вот прохожу снизу вверх. Первые пару рядов самые такие противные, а потом дальше уже просто. Как-то уже есть какая-то схема. Так, далее беру еще одну белую бисеринку, зацепляюсь за вот эту перемычку между бисеринками, вот здесь, прохожу. И прохожу в бисеринку, который мы только что надставили. Смотрите, снизу вверх. Вот так. Так. Да что ж такое? Так, теперь опять зацепляюсь за перемычку между бисеринами. Ага, и прохожу вот здесь снизу вверх. Теперь еще одна белая у меня здесь будет. Вот она. Опять же, между бисерами, видите? Перемычка между бисерами. Это делается для того, чтобы у нас получилась форма ромба. Так, так. И опять же снизу вверх. Далее по схеме у меня одна бисерина черная. Вот. Одна черная бисерина, две голубеньких. Вот беру голубую, опять же между бисеринами. И снизу, так, извиняюсь, снизу вверх. И подтягиваем. Каждый раз ниточку подтягиваем, чтобы бисеринки становились аккуратненько рядышком. Вот. Видите, плетение получается кирпичное. Они все как кирпичики. Видите? Еще одну голубую. И вот так. И снизу вверх. Смотрите, схемы у меня не рисованная вот это, поэтому я просто покажу глаз этот близко к экрану, вот, и там ничего сложного нету. Дальше. Тут у меня будет 4 черных бисерины. Если это получается зрачок. Вот так, наверное, удобнее будет смотреть, да? То есть вот он. Так. Так, ну и вот, осталась, видите, последняя. Вот здесь перемычечка. Сейчас мы ее закроем. Теперь вот сюда. И вот так. Вот так у нас получились два ряда. Видите, такие кирпичики аккуратные. Теперь опять набираем 2 бисерины. В данном случае у меня получается 2 черных. Пропускаем первую перемычку, вот эту, заходим во вторую. Вот так. Проходим во вторую бисеринку, получается, снизу вверх. Угу. Вот так. Теперь проходим вот эту первую бисеринку сверху вниз и опять во вторую бисеринку снизу вверх. Вот так. Вот так вот они у нас аккуратно становятся тогда. И вот здесь нитки не видно. Еще одну черную по схеме. Дальше 2 голубых.
Здесь иголка, кстати, подойдет 10 размера. У меня вот это 12, но подойдет и 10 замечательно. Потому что у Делики крупные дырочки. И мы не проходим в эти дырочки много раз, поэтому тут нормально. Потолще иголка. Так, дальше. Одна черная. И белые бисеринки. Последняя бисеринка вот в этом направлении всегда черная. Собственно, в обоих направлениях последняя бисеринка всегда черная. Слушайте, конечно, плести на камеру это что-то очень своеобразно. Так. Так, теперь белая, последняя. И черная. Вот так. Так, ну сделали мы 3 ряда. Теперь переворачиваем. Мне удобнее плести вот так снизу вверх, поэтому опять 2 бисерины. В моем случае это получится черная и белая. Пропускаем первую перемычку, заходим во вторую, под вторую точнее. Заходим вот в эту белую бисеринку снизу вверх, в черную сверху вниз и потом в белую снизу вверх. Вот так. Подтягиваем аккуратненько. Подтягиваем, видите? Вот так. Дальше идем по схеме. Сначала белые, потом черное, потом голубое. Так. Опс. У нас получается 5 белых бисерин в этом ряду. То есть черная, 5 белых, черная. Вот она. Две голубых. Две голубых. Да? 1, 2, 3, 4 ряда. Да. Так, и сколько там? 2 вроде бы черных, да? 2 черных, 3 черных, 2. Вот. Еще одна черненькая. Теперь
мы помним, да, что каждый новый ряд мы начинаем с 2 бисерин. Вот видите, получается у нас вот так. Сделали мы 4 ряда. Теперь тут у нас будет опять 2 черных, да? Или 1 черная, 1 голубая. Ну-ка, 1, 2, 3. Да, 1 черная, 1 голубая. Извиняюсь, 1 черная, 1 голубая бисеринка. Опять же проходим во вторую перемычку здесь. Проходим в голубую бисерину, черную, сверху вниз уже, и потом в голубую снизу вверх. Вот так. Хвостик мы потом запрячем, пускай он пока побудет. Вот так. Теперь у нас в этом ряду это получается 1, 2, 3, 4 ряд от середины, да, 1, 2, 3, 4. У нас здесь все еще 2 голубых бисерины. Набираем еще 1 голубую. Далее черную. И белые. И последняя у нас всегда черная в данном случае. Ну, у меня. Вот. Такие ромбы очень красиво смотрятся, если их делать в металлическом бисере. И еще я видела очень красивые варианты, если делать в треугольном. Я вот треугольный бисер найти пока не могу. Очень интересно было бы с ним сделать. Вот пока у меня так нету, я делаю только с деликой. Вот. Еще я видела, делают такие ромбы. Ну, вообще вот это кирпичное плетение с круглым бисером. Но мне почему-то делика больше нравится. Так. Получится такой плотненькой очень. Ну, немножко другой эффект, конечно. 4 ряда от середины. Теперь у нас здесь опять черное-белое. Входим вот эту вот под вторую перемычку. Входим вот в эту нитку, в белую бисерину снизу вверх, в черную сверху вниз, сверху вниз, в черную, вот, и потом опять в белую, снизу вверх, как обычно. Вот таким образом подтягиваем. Видите, как мы идем на убыль, уже немножечко вырисовывается форма. Так. Так, белая. Теперь еще одна белая. Черная бисерина. Теперь 1 голубая. И 1 черная, последняя. Так, ну что, теперь опять набираем 2 бисерины. В этот раз у нас будет 2 черных. Опять через вторую перемычку
снизу вверх. Сверху вниз. И опять снизу вверх. И подтягиваем. Вот так. Видите? Вот он получается наш зрачок. Радужка, да? И окантовка, да? Это белок. Вот он. Да. В общем, вот так вот, видите? Думаю, видно здесь. Вот так вот у нас получается, да? Вот оно. Так, ну что, дальше. Дальше белые и последняя черная. Дальше уже все гораздо проще. Белая. Ой, почему-то у меня вот так получается. Сейчас еще раз попробуем белая. Каждый раз мы подцепляем, набираем бусинку, подцепляем за перемычку, вот эту вот под перемычку, да, и потом проходим бусинку снизу вверх. Так. Так, ну что, на белое. Не на камеру это делать гораздо быстрее, гораздо удобнее. Поэтому, если видите, что у меня какие-то проблемы, это просто потому, что на камеру у меня эта сережка получается дальше от меня, чем мне было бы удобнее. И нужно держать руки вот в определенном положении. Поэтому из-за этого. А так это все просто делается. Итак, вот вышли мы с последней бисерины. Итак, следующий ряд черная, белая, вторая перемычка, и вот так. Далее все остальные у нас тут будут белые, кроме последней бисеринки, которая будет черная. Ну вот, черная бисерина теперь последняя. Так, теперь с этой стороны у нас черная, белая. Опять же, первая перемычка, вторая перемычка. В белую снизу вверх, в черную сверху вниз, и опять в белую снизу вверх, подтягиваем. Вот так. Далее все белые, получается их будет 3, и потом черная. Так.
Теперь опять черное, белое. Так, теперь осталось совсем немного. Набираем черную и белую. Опять же заходим, вот первая, вторая перемычка. Так, и проходим здесь. Смотрите, здесь у нас каждый раз белых становится на одну меньше. Вот. И первая и последняя бисеринка всегда черная. Я сейчас отключусь. Так, сейчас я пройдусь туда-назад до того, как останется последняя бисеринка. И покажу, как делать последнюю бисеринку. Смотрите, у нас вот здесь получается в предпоследнем ряду было 2 черных. Теперь последний ряд набираем черненькую одну. И просто проходим вот бисерины. Видите, сверху вниз, снизу вверх. И итак, смотрите, мы вывела я ниточку, вот прошлась по вот этим бисеринкам и вывела ее вот сюда. Теперь мы делаем все то же самое по вот этой стороне, совершенно симметрично. А вот этот хвостик, мы его вот так вот придерживаем и просто его приплетаем вот здесь. Если хотите, можете пройтись, вот как обычно, по бисеринкам и его закрепить. Вот, ну, можно его просто вот держать вот так, видите, и приплести вот сюда. Ну все. И закреплять швензу можно хоть за вот эту бисерину, получается. Я просто сделаю маленькую петельку здесь из серебристых бисеринок. Так, ну вот смотрите, доделала я сережку вот эту. Здесь, получается, я доделала последнюю бисеринку и просто приделала петельку из 7 бисерин тоха 15 размера. Вышла из предпоследнего ряда, набрала 7 бисеринок, зашла назад, прошлась опять в эту же сережку, вернее в эту же бисерину, и вот так вот опять по кругу прошлась. И дальше прошлась ниточкой по бисеринам, завязала узелочки и обрезала. Вот так и прикрепила швензу. Видите? Ну, вот такие серьги у нас получились. Вот, пожалуйста, можете поставить на паузу, чтобы увидеть схему, как они сделаны. Вот так. Вот такие серьги у нас вышли. Всего мы использовали 3 цвета делики. Делику, повторяю, можно брать 1,5 мм, можно 2. Совсем чуть-чуть круглого бисера и швензы. Все. На каждую сережку уходит около получаса, если делать не на камеру. Вот, надеюсь, вам понравились эти серьги-глазики. Большое спасибо за внимание. До свидания.